连九体子也砸倒，你们还有脸回来？店主，请再多给我一次机会。昨日称赞你为左中乔治，送你来我魂殿历练。 Заместитель главы Заладуш крайне нагло и бесцеремонно явился во время переговоров Альянса Сяоянь. 4 фракции пришли к соглашению, выбрали главу Яолао и даже придумали название Альянс Небесного Дворца. Но как Залдуш мог проигнорировать создание такого сильного союза против него? Ведь Сяоянь специально собрал могущественные фракции Центральных Равнин, чтобы противостоять Залудуш. Когда явился этот таинственный эксперт с темной аурой, все, включая первого старейшину Малой Башни Пилюль, подумали, что это сам глава Заладуш. Но тот четко ответил: «Полагаю, обращаться ко мне, как к заместителю главы, будет правильнее». Какой же силой обладает замглавы? Если вспомнить, то первый Тяньзун на уровне Святого Двух Звезд. Заместитель главы должен быть сильнее. И это так. Согласно оригиналу, заместитель главы Заладуш, чье имя не упоминается, находится на высоком уровне Святого Трех Звезд. А это, согласитесь, довольно неплохо. По сути, его силы сейчас хватит, чтобы убить каждого из здесь сидящих. Сяо Янь, Святой Одной Звезды, первый старейшина Линьмо, Святой Двух Звезд, а предок Хо Юнь, Долины Горящего Пламени, почти на второй звезде. Этого все равно не хватит против Святого Трех Звезд на пике. Так что же произойдет? И почему вообще явился этот могучий вражеский эксперт? Он хотел убить Сяо Яня? Все это могло быть. Но явился ли он сейчас лично? Сяо Янь холодно произнес: «Видимо, даже заместитель главы Заладуш не настолько смел. Раз ты посмел ворваться в павильон падающей звезды, то должен прийти сюда сам. Иллюзия говорит о том, что ты боишься». Учитывая свою проницательность и духовное видение, Сяо Янь сразу заметил, что человек внутри тумана представляет из себя лишь тень настоящего практика. Это практически то же самое, как появление первого Тяньзуна, что спасал Гую. Телом, физически он не явился. «Сяо Янь, ты первый за столько лет, кто назвал меня трусливым», – послышался голос со стороны тумана. «Однако твои нынешние достижения удивили меня. Если бы я знал, что так получится, я бы еще тогда уничтожил клан Сяо». Сяо Янь ледяным тоном ответил: «Ваши представители много раз уже мне такое говорили, но если ты пришел сюда, чтобы нести бред, полагаясь на свой статус, то не вижу нужды в присутствии твоей иллюзии». Разговаривая, Сяо Янь начал медленно поднимать руку. Его целью являлась иллюзия, поэтому пространство вокруг нее начало колебаться. «Я пришел исключительно ради древнего божественного нефрита Тоше». Облако черного тумана отделилось от общей массы и превратилось в черное зеркало, показав изображение. В нем Сяо Янь увидел большую тюрьму, внутри одной из клеток которой сидел человек, 4 конечности которого сдерживались цепями. Сяо Янь ощутил острую боль и ярость, когда увидел того человека. Он резко поднялся, а ужасающая аура вырвалась из его тела во все стороны, а зал заполнился чудовищной жаждой убийства. «Отец!» Сяо Янь сжал руки. В заключении находился его отец, Сяо Джань. Даже если он и не видел своего отца столько лет, он сразу почувствовал знакомое ощущение, которое происходило от связи родословной. Что же хотел заместитель главы? Он потребовал, чтобы Сяо Янь передал древний нефрит Тоше, угрожая смертью и страданиями Сяо Джань. Выражение Сяо Яня сильно помрачнело. Сейчас он больше напоминал свирепого зверя, что потерял всякую рациональность. Оба его глаза покраснели. Жажда убийства забушевала в его голове, желая разорвать человека перед ним на миллионы кусочков. «Сяо Янь, успокойся!» Ладонь схватила его за руку, пока его разум погряз в пучине жажды убийства. До его уха донесся переживающий голос. Сердце парня подпрыгнуло, когда он его услышал. Только тогда он сумел восстановить ясность ума. Он задавил свои бурные эмоции, его лицо вернуло себе былое спокойствие. Черный туман снова приказал передать ему древний нефрит Тоше, но Сяо Янь уже пришел в себя. Хотя заместитель главы пригрозил, что Залдуш не отпустит их, и сказал Сяо Яню, что убьет его отца, если тот не отправится с ним в царство Хунь и не отдаст нефрит. Но Сяо Янь не поддался на его уловки.
Сяо Янь дал ему четко понять, что если с его отцом что-то случится, он отдаст нефрит Тоше клану Гу. Сяо Янь твердо ответил: «Боюсь, если я действительно передам его тебе, то мой отец погибнет еще быстрее. Данный трюк бесполезен против меня. Верни моего отца, если желаешь заполучить нефрит, иначе я буду игнорировать любые ваши угрозы. Древний нефрит служит страховкой безопасности жизни моего отца. Если с его жизнью что-либо случится, я передам его клану Гу, а тогда вы никогда не сможете заполучить его». Сяо Янь уже был спокоен, но на тот момент не знал, почему зал душ так обеспокоен древним нефритом Тоше. Пока у него находится нефрит, зал душ не посмеет ничего сделать его отцу, поэтому он не мог передать нефрит, пока не убедится в безопасности жизни своего отца. Как только он лишится нефрита, зал душ может просто прикончить его. Заместитель главы понял, что его план не сработал. Как и упоминал первый Тяньцзун, подобные методы не сработают против Сяо Янь. Сяо Янь оставался равнодушным. Если не желаешь появляться по-настоящему, тогда исчезни. Но тот продолжил угрозы. Сяо Янь, лучше перестань вести себя высокомерно передо мной. Думаешь, ты сумеешь сразиться с залом душ, лишь потому что образовал альянс Небесного Дворца? Просто погоди. Как только ты узнаешь о настоящей силе зала душ, твои надежды падут. После чего заместитель главы обратился к каждой из фракций, что примкнули к альянсу. Он сказал, что зал душ еще щадил башню эликсиров, отдавая честь их репутации. Но раз они решили создать союз, то больше этого не будет. Он также обратился к цветочной фракции и долине горящего пламени с приказом не вовлекаться в войну. Иначе, когда они будут уничтожены, сожалеть станет поздно. Но первый старейшина Леньмо холодно усмехнулся. Сможет ли зал душ проглотить башню пилюль, зависит от крепости зубов. Пея Цин и основатель Хо Юнь прищурились, но лишь метнули в него холодные взгляды, ничего не говоря в ответ. Сяо Янь холодным взглядом смотрел на человека в черном тумане. Ему уже наскучило вести с ним диалог, поэтому он медленно сжал ладонь со словами: «Расскажи всем после возвращения, что я убью любого ублюдка зала душ и клана Хунь в будущем». Пространство вокруг того человека резко хрустнуло, когда Сяо Янь сжал ладонь. Ужасающая сила сокрушила пространство, а человек внутри черного тумана исчез. Напоследок он пробормотал: «Высокомерный сопляк! Даже могущественный эксперт Сяо Сюань был побежден руками клана Хунь, а ты, простой святой одной звезды, действительно не знаешь своих пределов». Когда иллюзия исчезла, все выдохнули. Будь заместитель главы зала душ здесь лично, все могло быть совершенно иначе. Видимо, наши намерения уже давно были замечены залом душ, иначе этот человек не стал бы препятствовать процессу, проговорил Яо Лао. Да, альянс Сяо Яня заставил зал душ испытать легкий страх, иначе они определенно не стали бы так поступать, учитывая их манеру ведения дел. Интересно, что никто ранее не слышал об этом заместителе главы. Из-за его силы святого 3 звезд он и сумел сюда попасть. А почему не перешел лично? Сяо Янь подумал, что вероятно он был не уверен, что сможет победить всех здесь легко, учитывая присутствие стольких святых на стороне Сяо Яня. Вопрос об образовании альянса решен. Зал душ – могущественный враг. Как только Сяо Янь и павильон падающей звезды публично объявят об этом союзе, зал душ определенно не станет спокойно за ними наблюдать. Нужно готовиться к войне. Первый старейшина башни эликсиров, основатель Хо Юнь, Пея Цин, Яо Лао и остальные кивнули. Да, впереди нас ожидает интересное событие. Большое спасибо за просмотр, а также вашу поддержку под предыдущим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!